Привет, друзья! Сегодня приготовим замечательные, сочные уйгурские манты с бараниной и тыквой. И первое, что нам нужно сделать, это приготовить замечательный, сочный фарш. У меня здесь примерно 500 грамм бараньей лопатки. Это идеальное мясо, которое отлично подходит для приготовления мант. И его нужно нарезать мелкими кусками. Конечно, для приготовления фарша можно использовать и мясорубку с крупными ячейками, но намного вкуснее будет, если вы порежете мясо. Топориками не рубите. Отлично. Добавим туда 100 грамм мелко нарубленного курдюка, мелко нарубленный лук и тыкву. И тыкву нарезаем такими же кусочками, как и мясо. Много не надо. Отлично. Вся начинка готова. Отправляем ее в глубокую миску, добавляем соль, перец и буквально столовую ложку растительного масла, чтобы лучше раскрывались вкусы. Хорошенько посолить. Черный молотый перец. Немного растительного масла. И все перемешать. Именно в такой пропорции мяса, лука и тыквы получается максимально сочная и ароматная начинка. Отставляем фарш в сторону, пускай маринуется, и подготовим тесто на манты. И пока наш фарш для мант маринуется, мы приготовим тесто. Здесь все просто. На 500 грамм муки добавляем соль, 1 яйцо и 240 миллилитров теплой воды. И начинаем замешивать тесто. Тесто на манты получается очень эластичное и относительно мягкое, но в то же время достаточно упругое, чтобы его можно было раскатать. Вымешиваем его 5 минут, до тех пор, пока оно перестанет прилипать к столу и к рукам. Вот такое тесто должно получиться. Убираем его в пакет или в пищевую пленку и убираем на холод примерно на полчаса. После этого еще 2 минутки его помять, обратно убрать в пакет и оставить еще на полчаса. И после этого у вас будет идеальное тесто на манты. Вот такое тесто на манты должно по итогу получиться. Влага перераспределилась, оно стало чуть плотнее, но более эластичное. Теперь нужно раскатать его тонким слоем. Делать я это буду частями. Берем небольшое количество теста. Перепудриваем его и стол мукой. И катаем толщиной примерно 1-2 мм. И вот такое вот ровное, тонкое тесто нарезаем на квадраты. Вот такие вот квадраты и послужат основой для наших мант. Выкладываем в центр начинку. Запах от фарша просто великолепный. И соединяем концы. Раз, два, три. И у нас получились вот такие вот ушки. Их поднимаем кверху и защипываем между собой. Раз. И два. И точно так же поступаем со всем остальным тестом и начинкой. Красавцы. Много начинки, мало теста.
Теперь их нужно приготовить. Варятся манты на пару примерно 35-40 минут при помощи пароварки или мантоварки. У меня такая обычная насадка на кастрюлю. Нужно смазать ее растительным маслом, чтобы во время приготовления они не прилипли. Удобнее всего на салфетку налить немного масла и натереть ей мантышницу. Выкладываем наши манты и отправляем на паровую баню. Осталось дождаться готовности и пробовать. Вот это запах, друзья. Спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии и за то, что делитесь вашими рецептами со своими друзьями. Давайте посмотрим, какие сочные они получились. Манты с бараниной, тыквой и луком. Это очень вкусно.